Каждая ваша мысль вызывает биохимическую реакцию в мозге. Мозг выделяет химические сигналы, которые передаются в тело и становятся проводниками этих мыслей. Мысли, производящие химические вещества в мозге, позволяют вашему телу чувствовать себя именно так, как вы только что думали. Другими словами, каждая мысль производит химическое вещество, которому соответствует определенное чувство в вашем теле. Когда вы думаете о счастливых, вдохновляющих или положительных вещах, ваш мозг вырабатывает химические вещества, вызывающие у вас чувство радости, вдохновения или воодушевления. Например, когда вы предвкушаете приятный опыт, ваш мозг сразу же вырабатывает химический нейромедиатор дофамин, который включает ваш мозг и тело в ожидании этого опыта, заставляя вас чувствовать возбуждение. Наш мозг — это сложная нейрохимическая система, где каждая мысль вызывает определенные биохимические реакции. Когда мы думаем о чем-то, активируются соответствующие нейронные связи в мозге. Это высвобождает различные нейромедиаторы, химические вещества, которые передают сигналы между нервными клетками. Например, когда мы думаем о позитивных, вдохновляющих вещах, это активирует выработку нейромедиаторов, таких как дофамин, серотонин и эндорфины. Дофамин связан с ощущением удовольствия, мотивацией и чувством награды. Серотонин регулирует настроение, способствуя ощущениям спокойствия и хорошего самочувствия. Эндорфины – это природные обезболивающие, которые вызывают чувство эйфории. Когда мозг производит эти гормоны счастья, они попадают в кровоток и воздействуют на рецепторы в различных частях тела, вызывая соответствующие эмоциональные и физические ощущения – радость, вдохновение, энтузиазм. Обратное также верно. Наши мысли и убеждения могут влиять на выработку гормонов стресса, таких как кортизол. Когда мы думаем о негативных, угрожающих вещах, это активирует симпатическую нервную систему, высвобождая кортизол и адреналин. Это вызывает напряжение, тревогу и другие стрессовые реакции в организме. Таким образом, наши мысли и убеждения непосредственно связаны с нашими биохимическими процессами и физическими, эмоциональными состояниями. Осознавая и контролируя свои мысли, мы можем намеренно влиять на свои химические и физиологические реакции, что дает нам возможность управлять своим состоянием и опытом. Это ключевой аспект квантовой психологии и нейрофизиологии. Если у вас есть мысли злости, вины или самоуничижения, мозг также вырабатывает химические вещества, называемые нейропептидами, на которые тело реагирует подобным образом. Вы чувствуете ненависть, злость или недостоинство. Наши мысли действительно становятся материей, когда тело реагирует на мысль, испытывая определенное чувство и вырабатывая определенную химию, которая заставляет наше тело вести себя определенным образом. Так как мозг контролирует тело, то он инициирует ответную реакцию. Мозг, постоянно контролирующий и оценивающий состояние тела, замечает, что тело чувствует себя определенным образом в ответ на это телесное ощущение. Мозг генерирует мысли, которые вызывают соответствующие химические реакции. Вы начинаете думать так, как чувствуете себя.
Мышление создает чувство, а чувство, в свою очередь, создает мышление. И это происходит в непрерывном цикле. Этот цикл в конечном итоге создает особое состояние в теле, определяющее общий характер наших чувств и поведения. И мы называем это состоянием бытия. Например, человек может жить большую часть своей жизни в повторяющемся цикле мыслей и чувств, связанных с неуверенностью. Как только у него возникает мысль о том, что он недостаточно хорош, умен или еще что-либо, его мозг выпускает химические вещества, которые вызывают чувство неуверенности. Теперь он чувствует себя так, как только что подумал. Это напрямую формирует его физическое состояние. И теперь он начнет думать именно так, как только что чувствовал себя. Другими словами, его тело заставляет его думать определенным образом. Эта мысль ведет к еще большему ощущению неуверенности, и цикл продолжает сам себя воспроизводить. Если мысли и чувства этого человека продолжают год за годом генерировать одну и ту же биологическую обратную связь между его мозгом и телом, он будет существовать в состоянии бытия, называемом неуверенным. Именно поэтому тело становится разумом. Чем больше мы думаем одни и те же мысли, которые затем производят одни и те же химические вещества, вызывающие у тела одни и те же чувства, тем больше мы физически модифицируемся под влиянием наших мыслей. В зависимости от того, о чем мы думаем и с какой энергией или интенсивностью, мы создаем свое состояние бытия. Наши мысли и энергия, с которой мы их генерируем, напрямую влияют на наше здоровье, выбор, который мы делаем, и в конечном итоге на качество нашей жизни. Но как бы думал человек, находящийся в состоянии изобилия и здоровья? Запишите это и закрепите эти мысли в своем мозге, установив их в качестве нового голоса в вашей голове. Затем спросите себя, как я буду жить сегодня? Как бы себя вел человек в изобильном состоянии? Закройте глаза и мысленно репетируйте, как бы этот человек ходил, дышал, улыбался, приветствовал людей, вел себя в разговорах, в дороге, за ужином. Сам по себе акт закрывания глаз и мысленной репетиции поведения человека, ощущающего себя в изобильном состоянии, уже является важным шагом. Когда мы полностью присутствуем в настоящем моменте, фокусируясь на своих ощущениях, восприятиях и переживаниях, мозг не видит различий между реальным опытом и тем, что мы представляем или воображаем. Это связано с тем, как работает наша нервная система. Исследования показывают, что при визуализации или глубоком воображении определенных сценариев в мозге активируются те же самые нейронные цепи, что и при фактическом переживании этих ситуаций. Визуальная кора, двигательная кора, области, отвечающие за эмоции – все эти части мозга задействованы как при воображении, так и при реальном опыте. Более того, когда мы визуализируем события, мозг начинает устанавливать связи, как будто мы уже совершили эти действия. Это происходит за счет нейропластичности, способности мозга формировать новые нейронные пути и связи в ответ на новый опыт или тренировку. Таким образом, когда мы присутствуем в моменте и визуализируем свои желания, мозг как бы готовится к этому будущему опыту, создавая соответствующие нейронные сети. Это активирует химические процессы, вызывающие ощущения, эмоции и физиологические реакции, связанные с этим воображаемым опытом. Иными словами,
Мозг больше не просто пассивно записывает прошлое, но начинает репетировать и готовиться к возможному будущему. Это лежит в основе способности визуализации влиять на нашу нейрохимию и, в конечном итоге, на нашу реальность. Осознание этого механизма дает нам возможность сознательно использовать силу воображения для трансформации своей жизни. Продолжайте репетировать, как вы делаете это при обучении игре на инструменте, танцам, актерскому мастерству или спорту. Процесс репетиции изменяет ваш мозг, создавая ощущение, что вы уже это сделали, пережили. Самое главное, что аппаратное обеспечение уже установлено, и вам остается только шагнуть в это. Продолжайте делать это, и это станет программным обеспечением. Вы начнете действовать как человек в изобильном состоянии. При этом все меняется. Ваша энергия, настроение, походка, дыхание, осанка. Вы выходите за рамки известного и должны теперь эмоционально подготовить тело к будущему. Сознательные мысли, часто повторяемые, становятся бессознательными программами мышления. Мы все сталкивались с этим, когда во время обычной поездки за рулем наше сознательное внимание включается только при необычных звуках или проколотом колесе. Так и мы. Если мы постоянно генерируем одни и те же мысли, они в конечном итоге станут бессознательными, автоматическими программами мышления. Любая мысль запускает биохимические реакции, ведущие к определенному поведению. Наши повторяющиеся бессознательные мысли производят автоматические приобретенные модели поведения, которые становятся почти непроизвольными. Эти поведенческие шаблоны превращаются в привычки, которые прочно укореняются в нашем мозге. Чтобы разорвать цикл мышления, ставшим бессознательным, потребуется осознанность и усилия. Во-первых, нам нужно выйти из рутины, чтобы взглянуть на нашу жизнь сквозь призму размышления и самоанализа. Тогда мы сможем осознать наши бессознательные сценарии. Затем мы должны наблюдать за этими мыслями, не реагируя на них, чтобы они больше не инициировали автоматические химические реакции, порождающие привычное поведение. В нас есть способность к самосознанию, которая позволяет наблюдать за нашим мышлением. Нам нужно научиться быть отдельными от этих программ, и тогда мы сможем осознанно управлять ими. Разрывая нейрологические связи, закрепляющие определенные мысли, мы меняем химические реакции в мозге, что, в свою очередь, влияет на наше физическое состояние. Если вы понимаете, что мысли реальны и напрямую влияют на здоровье и жизнь, начинайте анализировать свои процессы мышления. Когда они становятся вдохновленными и настойчивыми, они полностью изменят вашу жизнь. Новое мышление может стать новой привычкой, чтобы стать изобильным. Главное – делайте, верьте, и все у вас получится.